Всем привет! Продолжаем с вами читать интересную книгу Джесси на канале «Ожившие книги». Приятного прослушивания! Глава 12. Прошло некоторое время, прежде чем Сет смог освободиться и подойти к Кланси. Он нашел ее лежащей поперек второй ступеньки со скучающим и отстраненным видом. Он сел на нижнюю ступеньку, чтобы оказаться на одном уровне с дочерью. «А мама придет?» – спросила она, как только заметила, что он садится рядом. «Нет, я пришел, чтобы поговорить с тобой». «А почему не мама?» «На этот раз я...» – ответил Сет, стараясь подыскать краткие и простые слова, чтобы передать все, что было у него на сердце. «Я хочу тебе кое-что сказать, и я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. Я думаю, что нам всем придется потрудиться. Твоя задача – быть маленькой девочкой, которая слушается маму и делает то, что она говорит. Моя задача – это работать и заботиться обо всем в магазине твоей матери и делать то, о чем она меня просит». Кланси наблюдала за ним, пристально глядя в его лицо. Ты не можешь командовать мной, и я хочу, чтобы ты перестала командовать мной не только потому, что тебе это запретила мама. Я не хочу, чтобы ты давала мне указания, потому что это не твоя задача. Ты понимаешь меня, Кланси? «А какая у меня задача?» Твоя задача – быть хорошей, послушной, 7-летней девочкой. Ты не взрослая, поэтому тебе нельзя вести себя как взрослый. Тебе нужно поступать, как поступают дети, и внимательно слушать маму и меня, и делать все правильно. «Ты сердишься на меня?» Нет, но если ты забудешь и снова станешь командовать мной, то я не буду ждать, пока об этом узнает твоя мама. И я сам отправлю тебя на лестницу». При этих словах ее глаза немного расширились, но Сет не заметил, чтобы она собиралась с ним спорить. «А теперь ты можешь встать с лестницы», – сказал Сет. Он видел, что девочка встала, но никуда не пошла. Сет подумал, что она, возможно, не верит в то, что ей можно покинуть место наказания, или же полагает, что ее неприятности на этом не окончились. «Мы называем тебя Сет», – вдруг сказала Клэнси. «Да, это так», – согласился он, недоумевая, к чему она заговорила об этом. Через мгновение Клэнси исчезла. За ней пришла Ханна, и девочка ушла вместе с сестрой, даже не оглянувшись назад. Сет тоже вернулся к работе, но его мысли все еще были заняты Клэнси. Ему почему-то казалось, что ее последние слова были важными, но он не мог понять, почему. В воскресенье Джанет, Хезер и Бекки шли из церкви вместе, и каждая из них была погружена в свои мысли. Возможно, за обедом они начнут обсуждать проповедь, как это бывало обычно, но в данный момент Джанет снова подумала о Нейте и Хезер. Сегодня в церкви шериф сидел рядом с Бри, Дэнни и Сетом. Он и близко не подошел к Хезер, но Джанет видела, что он несколько раз смотрел на нее. У Джанет кончилось всякое терпение. Она была готова предпринять полноценное расследование чувств Хезер по этому вопросу и планировала приступить к этому, как только они придут домой. Однако она не приняла во внимание, что у Бекки по этому поводу тоже могли быть свои соображения и идеи. «Вы когда-нибудь собираетесь обратить внимание на шерифа Нейта?» – спросила кухарка, как только за ними закрылась парадная дверь дома Джанет. «А почему я должна обращать внимание на Нейта?» – задала встречный вопрос Хезер, когда поняла, что Бекки обращается к ней. «Потому что он обращает внимание на вас. Неужели вы ничего не замечаете?» Хезер уставилась на Бекки с немым вопросом, после чего перевела взгляд на Джанет. Хозяйка дома слегка кивнула, показывая, что присоединяется к этому вопросу. Хезер выглядела потрясенной. Она пыталась вспомнить хотя бы один случай, когда Нейт Кадерли оказывал ей какие-нибудь знаки внимания, но не смогла вспомнить ровным счетом ничего. Внезапно в ее памяти всплыл один случай в мастерской, когда Джанет спросила ее о Нейте. «В тот день, Джанет, когда вы спросили меня, не влюблен ли в меня Нейт, вы заметили что-то особенное?»
Ничего такого, Хезер. Просто это видно, что ему всегда хочется подольше побыть в вашем обществе и поговорить с вами, если у него есть такая возможность. Хезер потрясли ее слова. Тот разговор был много месяцев назад. «А вы, Бекки?» – продолжала она сдержанным тоном. «Что вы заметили?» «То, что он время от времени смотрит в вашу сторону», – сказала Бекки прямо, почти жалея о том, что не смогла удержать язык за зубами. Она не собиралась никому портить настроение. «Насколько я понимаю, вы не хотите иметь с ним ничего общего», заявила Джанет без какого-либо осуждения. «Но это не так. Должно быть, он тоже считает, что я так думаю». Джанет и Бекки какое-то время молчали, обдумывая ее слова. Последнее утверждение было несколько запутанным, но они уловили основной смысл. «Значит, он все же нравится вам?» – спросила Бекки, решив говорить прямо. «Я не знаю, влюблена ли я в него, но он мне не безразличен. Он очень добрый, и он мой брат во Христе. Мне бы очень не хотелось, чтобы он счел меня холодной и бездушной. Ничто не может быть дальше от истины». На мгновение Хезер и выглядела, и ощущала себя совершенно беспомощно. Она искренне полагала, что она не относится к тому типу женщин, которые привлекают внимание мужчин. Она пришла к подобному заключению, потому что за 34 года ее жизни ни один мужчина не проявил к ней интереса. «И что вы будете делать?» – наконец спросила Бекки. Я не знаю, как мне поступить». «Но вы хотели бы поощрить его внимание?» Бекки снова решила говорить прямо. «Я не знаю», – повторила Хезер смущенно. Ее подруги знали, что сказали ей достаточно. Не возвращаясь больше к этой теме, женщины перешли в гостиную, а затем на кухню. Воскресный обед был долгим, но они больше не говорили о Нейте. «Доброе утро!» Поздоровался Сет с Ханной, когда девочка подошла к прилавку во вторник утром. «Доброе утро!» – ответила она, не обращая внимания на улыбающиеся глаза смотревшего на нее отца. Ее волосы были причесаны, и она была аккуратно одета и готова начать новый день. Но было заметно, что она еще не совсем проснулась. Тем не менее, она забралась на прилавок, как часто делала, и стала смотреть, как ее отец сортирует почту. «Что ты сегодня будешь делать?» – спросил Сет. «Ничего». «А когда начинается школа?» При этом вопросе она немного оживилась, и Сет понял, что ей в голову пришла какая-то идея. «Через пару недель. Я умею читать». «Это прекрасно. А что тебе нравится читать?» У мамы есть книжки, которые она читала, когда была маленькой. Они принадлежали бабушке Виллер. Я не знаю всех слов, но эти книжки мне нравятся. «Может быть, ты как-нибудь могла бы почитать мне?» «А ты хочешь?» – спросила Ханна, и ее лицо засветилось от удовольствия. «Да, я хочу. Может быть, во время моего перерыва на обед?» «Может быть, что?» – спросила Кланси, подходя к говорящим и устраиваясь рядом с Ханной на прилавке. Джесси позволяла им это делать, если только они не мешали покупателям. «Ханна собирается мне почитать», – пояснил Сет, чем вызвал только недовольное выражение на лице младшей дочери. Кланси повернула хмурое лицо в сторону сестры, и Сет не мог понять, что произошло. «Ты научишься, Кланси», – сказала Ханна с удивительным терпением. «В твоем возрасте я тоже не умела читать». «В этом году?» – настаивала Кланси. «Да, я даже помогу тебе». Теперь Кланси хмуро посмотрела на Сета, и хотя он и знал, что она ведет себя непозволительно, ему хотелось рассмеяться. Его приводил в восторг тот факт, что ему открылась еще одна грань жизни своих детей. Он не мог вспомнить, сколько лет ему было, когда он научился читать, но он хорошо помнил, когда он в первый раз прочел целую книгу.
Это свершение наполнило его такой гордостью, что после того, как он задул лампу, он все еще продолжал улыбаться в темноте, пока не заснул. «Я тоже хочу чтения», – сказала Кланси. «То есть ты хочешь послушать, когда Ханна будет считать мне?» – уточнил Сет. «Да». «Хорошо. Если по какой-то причине у нас не получится почитать сегодня, тогда мы сделаем это завтра». «А какую книгу?» – вдруг спросила Ханна. «Ты можешь выбрать сама». «Мне нужно спросить у мамы!» – воскликнула Ханна, молниеносно спрыгнула с прилавка и бросилась на склад, где Джесси занималась бухгалтерией. Кланси осталась, молча наблюдая за отцом, поэтому Сет попытался задать ей те же вопросы. «Что ты сегодня будешь делать?» «Ничего. «Ты хочешь пойти в школу?» Только если мисс Болтон будет учить меня читать и не будет называть меня Марианной». «А почему тебе не нравится Марианна?» «Меня зовут Кланси». И в этот момент Джесси позвала Кланси. «Кажется, мама тебя ищет», – сказал Сет, впечатленный тем, что она тут же послушно спустилась и пошла на голос матери. Он закончил разбирать почту и принялся за недавно доставленные коробки с товаром. Джесси заказала несколько мелких аксессуаров, гребешков для волос и даже кое-что из украшений. Но только он начал раскладывать эти товары, как почувствовал, что у него сильно заболела голова. У Сета нечасто случались головные боли, и вообще он редко болел, и поэтому он постарался не обращать внимания на боль, решив, что все пройдет само собой. «Вы не подскажете, где лежат оловянные сковородки?» Этот вопрос заставил его повернуться. «Да, мэм, вот здесь». Сет обслужил покупательницу, но ему становилось все труднее не обращать внимания на боль. Начало стучать в висках, и было такое чувство, что его голова вот-вот взорвется. К тому времени, когда он обслужил еще 2 покупателей, у него уже болели даже уши. В этом состоянии и застала его Джесси. «Сет?» – позвала она тихо, заметив его бледное лицо и растерянный взгляд. «У меня разболелась голова», – сказал он сразу же. «Сильно?» «Сильно». «Идем со мной», – позвала Джесси, обратив внимание на то, что он двигается очень медленно и даже не интересуется, куда она его ведет. «Ханна!» – сказала Джесси, когда они проходили мимо нее. «Если кто-нибудь войдет, то скажи, что я сейчас приду». «А куда ты идешь?» «Не задавай вопросов», – отрезала мать, и Ханна, испугавшись странного выражения лица Сета, замолчала. «Джесси?» С трудом выговорил Сет тихим голосом, когда она начала подниматься по лестнице, но женщина ничего не сказала. «Поднимайся наверх», – приказала она, хотя и мягким голосом. «Тебе нужно лечь». Сет повиновался, не раздумывая. Он мало что запомнил из того, что происходило после этого. Он вдруг оказался в спальне девочек, и Джесси помогла ему снять ботинки и одежду. Когда же его голова наконец опустилась на подушку, он содрогнулся от боли и постарался расслабить свое тело. Он чувствовал покрывало на своей груди и, возможно, прикосновение руки Джесси к его лбу, но он не заметил, когда именно он погрузился во мрак. «Ханна!» – тихо заговорила мать, спустившись на 1-й этаж. «Сбегай за доктором Эрцем, скажи ему, что нам нужна его помощь здесь, в магазине, если ты не сможешь его найти». Продолжала Джесси и вдруг запнулась. «В любом случае, найдешь ты доктора или нет, сходи к Райлану и скажи ему, что Сет заболел. Если ты не сможешь поговорить с доктором или пастором лично, то попроси, чтобы им это передали. Ты поняла меня?» Ханна кивнула, и Джесси знала, что она может доверять ей. Ее дочь уже давно исправно выполняла ее поручения и передавала ее сообщения. Она хорошо знала свое дело и относилась к подобным вещам со всей серьезностью. Кланси молчала, пока Джесси говорила с Ханной, но как только сестра ушла, девочка спросила. «А где Сет?» «Он лежит в постели наверху». «Я хочу пойти наверх». «Ты можешь пойти, но тебе нельзя подходить близко к кровати или пытаться говорить с ним. Он заболел». «А что, если ему что-то нужно?»
Тогда приди и скажи мне, не пытайся делать что-то сама и не задавай ему вопросов. Кланси, почувствовав, что случилось что-то серьезное, тихонько поднялась на второй этаж. Дверь спальни была открыта, и девочка увидела неподвижно лежащего на постели Сета. Около дверей стоял стул, и Кланси села на него. Ей хотелось, чтобы Сет проснулся и поговорил с ней, но он не шевелился. Ей хотелось продолжить разговор о чтении и о той книге, которую Ханна собиралась им почитать сегодня вечером. Ей в голову не пришло, что Сет не будет готов к чтению еще несколько дней. Поэтому маленькая девочка продолжала сидеть и ждать. «А вы слышите меня, Сет?» – спросил его Райлан примерно через час после того, как Сет лег в постель. «Райлан?» «Да, как вы себя чувствуете?» «У меня болит голова. Доктор Эрц был здесь, он сказал, что вам нужно полежать несколько дней». «А у него были холодные руки», – пробормотал Сет и снова провалился в темноту. Райлан перевел взгляд на Джесси. Она стояла у подножия кровати. «Вы хотите, чтобы я попытался перенести его в наш дом?» «Нет, Райлан, мы с девочками можем поухаживать за ним». «Ему нужно будет и в туалет, Джесси», – заявил Райлан прямо, ничего не приукрашивая. Джесси пожала плечами, и Райлан понял, что она готова ко всему. Кланси выглянула из-за угла, куда ее отправила Джесси, когда они поднялись наверх. Райлан заметил девочку, и мать с пастором пошли к ней. «Ханна собиралась почитать мне и Сету», – сказала она, все еще думая о своем. «Только не сегодня. Возможно, вечером Ханна сможет почитать тебе и мне, но Сет сегодня не присоединится к нам». Кланси была недовольна этим известием, но у Джесси не было времени говорить об этом. Она уже долгое время отсутствовала в магазине, и ей нужно было вернуться туда. Поблагодарив Райлана, который вышел на улицу через дверь склада, она спустилась вниз, чтобы найти Ханну, и застала ее с Джанет. Они прекрасно общались, но как только Джанет ушла с покупками, Ханна получила новое поручение. Теперь она должна была сбегать к Камилле Палин. В последнее время, когда Джеб не мог выйти на работу в магазин, Джесси прибегала к услугам Камиллы. Думая о лежащем в постели Сете, Джесси знала, что, возможно, на протяжении следующих нескольких дней она будет сильно нуждаться в помощнице. «Я думала, вы уже спите», – сказала Бекки, обращаясь к Хезер, когда застала ее на кухне поздно вечером того же дня. «Я просто хочу выпить чашку вечернего чая». «Вам не спится? Слишком много мыслей в голове. А мне не следовало говорить с вами о шерифе Нейте». Голос Бекки звучал немного расстроенно. «Я рада, что вы это сделали». «Почему?» «Мне нужно об этом подумать. Я должна научиться обращать внимание на других людей и на их чувства». «Неужели вы никогда не замечали, что Нейт к вам неравнодушен, Хезер?» – спросила Бекки снова. «Вы действительно ничего не замечали?» «Нет, я думала, что вы с Джанет шутите». На мгновение женщины замолчали. Бекки тоже приготовила себе чашку чая, и они сели за кухонный стол. Горела всего одна лампа. «Чего вы боитесь, самой испытать боль или причинить боль кому-то другому?» – спросила Бекки очень ласково, и Хезер повернулась к ней. «Я боюсь», – прошептала Хезер, внезапно поняв, что именно происходит в ее душе. «Мной движет страх. Я только сейчас это поняла». Смирение Бекки с тех пор, как она уверовала во Христа, было очевидно каждому, кто ее знал. Немного наклонившись вперед, она спросила с неподдельным интересом. «Что вы будете делать, Хезер? Просто молиться или предпримите что-нибудь еще?» «Я буду молиться, Бекки, но я также должна назвать вещи своими именами. Страх – это грех. И я грешу против Бога, когда вот так боюсь». «А какой еще бывает страх?» «Тот, который означает благоговение и почтение, тот страх, который я испытываю перед Богом и его властью. Это правильный страх, это хороший страх, но тот другой страх, на который вы мне только что указали, это плохой страх». «Давайте прямо сейчас помолимся и попросим Бога помочь вам», – предложила Бекки, и женщины так и сделали.
Забыв о чае и о позднем времени, две давние подруги склонили свои головы и исповедали перед Богом свою нужду. Они не выходили из кухни и не ложились спать до тех пор, пока полностью не раскаялись и не исправили все, что было нужно исправить. «Давай же, Сет!» – упрашивала Джесси в тот вечер. «Попей немного!» Сет повиновался, но это действие стоило ему больших усилий. Доктор сказал, чтобы он пил достаточно воды, и Джесси старалась делать все, что могла. После того, как Сет сделал один глоток, его глаза открылись. Видя это, Джесси постаралась сделать так, чтобы он выпил еще немного. «Как голова?» – спросила она, аккуратно стирая капли с его подбородка. «Плохо. Такое с тобой случалось раньше?» «Никогда. Здесь жарко». «Я думаю, у тебя жар», – сказала Джесси, немного сдвигая покрывало с его груди. И тут Джесси вдруг заметила шрам у него на боку, которого не видела никогда раньше. Глаза Сета были снова закрыты, и поэтому Джесси не стала ни о чем спрашивать. Она протянула руку и прикоснулась к шраму. Не желая ни о чем гадать, Джесси задула лампу и вышла из комнаты. Возможно, ей не удастся хорошо выспаться, но ей обязательно нужно поспать столько, сколько она сможет. Ложась в свою постель рядом с девочками, она заснула в ту же минуту. «Я могу остаться на целое утро». Это были слова Камиллы. Для Джесси они прозвучали как музыка. Она отправила девочек к Бри, а сама вернулась к Сету. Ночь для него прошла не так уж плохо, но он был горячим, и Джесси, утомленная после беспокойной ночи, дремала на стуле, а просыпаясь, протирала ему лицо и грудь смоченным в прохладной воде полотенцем. Снова заходил Райлан. Он принес кастрюлю с едой, которую приготовила для них Бри. Доктор Эрц тоже заходил, но не предложил никакого нового лечения. И только около полудня Сет проснулся и заговорил. «Ханна?» «Ее здесь нет», – сказала Джесси, вставая так, чтобы он мог ее видеть. «Она уже читала мне?» «Еще нет. Я передам ей, что ты этого ждешь». «Она такая милая». «Да, это правда». «Где?» «Они с Клэнси пошли к Бри». Сет с трудом улыбнулся. «Они любят Дэнни». Когда Джесси увидела, что он снова начинает засыпать, она попыталась дать ему еще немного воды. Он сделал несколько глотков, после чего его глаза закрылись. Джесси хотела поставить воду обратно на стол, но тут почувствовала, что Сет схватился рукой за край ее юбки. С усилием ей удалось разжать его пальцы. Только когда она положила его руку обратно на постель, он повернулся на бок и крепко заснул. Джесси снова опустилась на стул рядом с кроватью. Ей больше не хотелось спать. Ее беспокоило то, какими станут их отношения в будущем. В последнее время она постоянно думала об этом. У нее не было желания, чтобы Сет вернулся обратно в ее жизнь, но раз уж он приехал, она хотела использовать эту ситуацию к общему благу. Ее любопытство по поводу того, что он делал все эти годы и где жил, объяснялось не тем, что ей хотелось получить лишний повод злиться на него, а тем, что она не любила сюрпризов. Она хотела знать все подробности сразу, а не узнавать о них понемногу на протяжении многих лет. Лет. Это слово пульсировало в ее сознании. Останется ли он здесь на годы? Возможно, он так планирует. Девочки будут нуждаться в нем еще долгие годы. Это естественно. Сейчас они уже не такие маленькие. А когда они еще немного подрастут, то начнут обращать внимание на мальчиков. И тогда им будет нужна помощь и советы отца, которые Джесси не сможет им дать. Даже ее мать, которая была достаточно мудра в этом вопросе, не могла. Когда Джесси было 13 лет, она отправила ее посоветоваться с отцом. Кое-что из того, о чем ей рассказал Хирам Виллер, несколько напугало ее, но после этого разговора она стала более осведомленной и осторожной.
То, что Сет стал ее первым мужчиной, не было какой-то удачей или случайным совпадением. Это был ее сознательный выбор. В подростковом возрасте она несколько раз целовалась с мальчиками на заднем дворе школы. Но это были только поцелуи. Эти отношения не имели продолжения и не были серьезными. А настоящие, серьезные отношения начались много лет спустя. И они начались с мужчиной, который сейчас лежал больным на ее постели. С мужчиной, с которым она не умела обращаться. «Как ты справляешься с ними?» – спросил Райлан у своей жены, когда Деннис спал, а девочки рисовали на бумаге в гостиной. «Отлично. Они очень смешные и милые. Мне еще никогда не задавали столько вопросов в один день. И теперь мне надо выяснить, как делают стекло, потому что я этого не знаю». В восторге от ее ответа Райлан наклонился и поцеловал Бри в губы. «А это за что?» «Ты все еще особенная!» Бри посмотрела на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Разве я никогда не говорил тебе об этом? Я часто говорил об этом Чессу после того, как ты появилась в городе», – пояснил Райлан. «Не думаю». «Я говорил это почти каждый раз, когда он спрашивал у меня о тебе». «То, что я особенная?» – уточнила Бри. «М-м-м», произнес Райлан и снова наклонился, чтобы поцеловать ее. «И я был прав». Бри обвила руками шею мужа и прижалась к нему. Райлан обнял ее в ответ. Но ни он, ни она не подозревали о двух парах маленьких глаз, которые с огромным интересом наблюдали за ними из гостиной. «Сет еще болеет?» – спросила Кланси, когда они с Райланом в конце дня вместе шли домой. «Он все еще спит, но Жар немного спал. А нам можно на него посмотреть?» «Да, но не подходите близко к кровати и не задавайте вопросов». Войдя в магазин, девочки принялись бегать и шуметь, но Джесси приказала им успокоиться. Затем она повернулась к Райлану. «Пожалуйста, поблагодарите Бри от моего имени». «Обязательно. Она сказала, что ей было с девочками весело». «Они, наверное, замучили ее своими вопросами». «Да, но она ничего не имела против этого», – ответил Райлан и рассмеялся. «Она сказала, что теперь собирается выяснить, как делают стекло. Девочки спросили ее об этом, а она не знала, что ответить». Джесси тоже засмеялась и потом еще раз поблагодарила пастора. Райлан обещал зайти на следующий день, чтобы узнать, как дела у Сета. Джесси заперла за ним дверь и посвятила несколько минут уборке в магазине. К тому времени, когда она поднялась наверх, обе девочки сидели, уместившись на одном стуле в комнате, где лежал Сет. «Он просыпался?» – спросила Джесси шепотом. «Нет, он даже немного храпел». Джесси не смогла сдержать улыбку. Их лица были очень серьезными, и она видела, что им больше всего на свете хотелось, чтобы он проснулся. «А можно он будет здесь жить?» – вдруг спросила Ханна. «Ты хочешь сказать все время?» – переспросила Джесси, чтобы немного протянуть время, прежде чем дать ответ. Девочка кивнула, она не смотрела на мать. Джесси хотелось надеяться, что это был случайный вопрос. Она объявила, что собирается приготовить ужин, и вышла из комнаты, не дожидаясь дальнейших вопросов. Глава 13. «Я сварила тебе бульон», – сказала Джесси немного позже в тот же вечер, когда Сет проснулся. «Как ты думаешь, ты сможешь поесть?» «Я попытаюсь». «Боль немного прошла?» «Да, но я чувствую себя совершенно разбитым». «Я разогрею бульон и разбужу тебя, если ты снова заснешь». «Я опять пропустил девочек?» «Да, они уже спят», – ответила Джесси, не сказав ему, как долго они сидели рядом с ним на стуле и ждали, что он пошевелится. Она пошла на кухню, чтобы разогреть бульон, и тут ей в голову пришел вопрос Ханны. Она вспомнила, что Кланси,
когда впервые познакомилась с отцом, спросила, будет ли он жить с ними. Сет отлично справился с этим вопросом. Отчасти она надеялась, что Ханна заговорит об этом в присутствии Сета. Джесси была почти уверена, что рано или поздно это произойдет. И ей было очень интересно послушать, что ответит на это Сет. «Сет!» – позвала Джесси, держа в руках кружку с теплым бульоном. Потом ей все же пришлось поставить ее, чтобы помочь ему устроиться поудобнее и облокотиться на подушку. Это действие разбудило его. «Вот, попей бульона». Сет сделал то, что она велела, и утомленно поблагодарил ее. Он выпил больше половины чашки, после чего снова стал засыпать. Джесси была уверена, что он не проснется до самого утра. Но его глаза вдруг открылись, и он посмотрел прямо ей в глаза. Прости за все это беспокойство, Джесси. «Ничего страшного. Ты же не нарочно заболел». Передай девочкам, что я скучаю по ним. «Непременно». Какое-то время они просто молча смотрели друг на друга, после чего Джесси спросила. «Ты молишься, когда тебе плохо?» Да, «И о чем ты молился в последний раз?» я просто просила помощи. Боль была очень сильной, и я не знал, как мне быть. «И ты думаешь, что это Бог помог тебе?» Спросила Джесси, не в силах скрыть недоверие в своем голосе. Я не почувствовал себя лучше немедленно, если это то, о чем ты спрашиваешь, но я успокоился. Каждый раз, когда я молился, даже во время очень сильной боли, я обретал мир. Джесси никогда не испытывала ничего подобного, и она была удивлена. У нее были и другие вопросы, которые ей хотелось задать мужу, но Сет снова закрыл глаза. Выходя из комнаты, она была уверена, что эта ночь пройдет для него более спокойно, а значит и для нее тоже. Но в отличие от Сета в ее сердце не было мира. В ее сознании проносились вопросы, но она не могла найти ответов ни на один из них. «Сегодня вы выглядите лучше», — сказал Райлан, когда зашел на следующий день. Сет не спал и сидел, облокотившись на подушки и спинку кровати. Его лицо было еще бледным, и было непривычно видеть его с растрепанными волосами и небритым лицом. Но при этом он все-таки уже был похож на выздоравливающего человека. Мне действительно лучше. Это было ужасно. «Мы молились о вас», — сказал Райлан. Спасибо. Поблагодарил Сет и затем понял, что сказал это слишком поспешно. Ему очень хотелось узнать подробнее, о чем в таких случаях нужно просить Бога. А о чем именно вы молились, Райлан? О том, чтобы вы доверяли Богу независимо от вашего самочувствия и чтобы угождение Ему было для вас важнее, чем выздоровление. А Райлан не мог не заметить, как на лице Сета промелькнуло удивление и задумчивость. «Как вы справляетесь с болью?» – спросил Райлан. «Когда было совсем плохо, я просто просил Бога помочь мне, но теперь, когда я чувствую, что выздоравливаю, мне хочется окрепнуть и поскорее встать с постели». «Ну, это я могу понять, но почему вам хочется поскорее встать с постели? Если вы просто хотите поскорее поправиться и забыть о неудобствах, причиняемых болью, то вы что-то упускаете». «Я еще слишком многого не понимаю», – признался Сет тихим голосом. «Я по-прежнему думаю о себе больше, чем о других». «Это известное искушение. Бог хочет быть в центре, и нам нужно избавиться от всего, что вытесняет его из центра. Он не потерпит вторых и третьих ролей». Сет кивнул. Я поблагодарил его за болезнь. Я знал, что она была в его плане. «Это хорошо, так держать. И как бы долго вы ни были прикованы к постели, продолжайте благодарить Бога за этот план». Возможно, Райлан мог бы добавить к этому что-нибудь еще. Этого Сет не знал, потому что в этот момент вошла Кланси. Он обрадовался, увидев дочь, и Райлан ушел, но Сет решил при первой же возможности вернуться к прерванному разговору с пастором. Он знал, что ему еще многое нужно постичь в вопросе благодарности и понимания Божьего плана, и он знал, что Райлан был самым подходящим учителем.
К тому времени, когда Джесси поднялась в свою квартиру в пятницу вечером, девочки уже с комфортом устроились около своего отца. Он сидел, облокотившись о спинку кровати. Ханна забралась на кровать и расположилась у него в ногах, а Кланси сидела посередине. «Ты можешь пойти с нами, если захочешь», – говорила Ханна. Мне бы очень хотелось. Когда вам нужно там быть? «Мама всегда посылает нас самих», – ответила старшая из девочек. «Я не знаю, во сколько». «Куда это я вас посылаю?» – спросила Джесси. «В школу. Сет проводит нас». «Это очень любезно с его стороны. А он знает о том, что вы способны заговорить его?» Пошутила Джесси над Ханной, и девочка улыбнулась. «Вы уже решили?» – вдруг спросила Кланси. «Сет останется жить у нас?» Сет, естественно, посмотрел на Джесси, но женщина смотрела на дочерей. Все ее былые намерения послушать, что на этот вопрос ответит Сет, тут же вылетели у нее из головы. «Мы обсудим это с ним сегодня вечером, и я вам запрещаю спрашивать меня об этом 40 раз. А теперь идите и помогите мне приготовить ужин». Через мгновение все вышли из комнаты, и Сет остался один, пытаясь понять, что еще он упустил за эти 4 дня. «И что мне теперь делать?» – спросила Хезер после ужина. «Скоро воскресенье, как мне теперь вести себя после того, как я обо всем узнала?» «А как бы вам хотелось вести себя?» – спросила Бекки. «Вот именно, Хезер», – добавила Джанет. «Вам нравится Нейт?» «Если вы имеете в виду личные отношения, то я пока не знаю. Но я никогда не смогу об этом узнать, если не поговорю с ним». Хезер сделала паузу и продолжила. Из этого вытекает следующий вопрос. Как он мог заинтересоваться мной, если он не знает меня? «Он наблюдал за вами со стороны, Хезер», – сказала Джанет. «И ему известна ваша репутация. Может так случиться, что у вас не найдется общих интересов и что вам нравятся разные вещи, но он хочет познакомиться с вами поближе, потому что он видит, какая вы особенная». «Вам хочется, чтобы она вышла замуж за Нейта, верно, Джанет?» – спросила Бекки. «Ну, если она полюбит его, то да. Я думаю, что они могли бы быть чудесной парой». «Но тогда она уедет отсюда», – добавила Бекки тихо. На это никто ничего не ответил. Было еще слишком рано думать о такой возможности, но сама тема разговора предполагала, что рано или поздно они снова вернутся к ней. Просто им не хотелось думать об этом за ужином. «Я думаю, что утром я смогу спуститься вниз, Джесси», – сказал Сет, когда наступил вечер и все затихло. Сет заставил себя выйти к ужину в гостиную и теперь все еще сидел на диване. «Скорее всего, я не смогу работать весь день, но смогу хотя бы немного помочь тебе». «После полудня придет Камила, поэтому тебе не стоит перенапрягаться». «Не знаю, смогу ли я перенапрягаться. Я чувствую себя таким беспомощным, как младенец», – признался Сет честно. Он не знал, хватит ли у него сил добраться до спальни, не говоря уже о том, чтобы спуститься завтра утром на первый этаж. «Я думаю, что тебе стоит жить у нас». Мысли Сета были сбивчивыми. Он едва осознавал присутствие Джесси. Но эти слова заставили его поднять на нее глаза. «Почему?» – спросил Сет тихо, надеясь, что она не заметила, как сильно стало биться его сердце. «Девочки хотят, чтобы ты жил здесь. Они хотят этого очень сильно». «Я восхищаюсь тем, как ты воспитываешь дочерей и ставишь их потребности на первое место, Джесси, но тебе следует подумать и о себе». «Я думаю, что со мной все будет в порядке», – ответила она с кривой улыбкой. «Если мне потребуется провести вечер наедине с собой, то я уйду на прогулку или предложу прогуляться тебе». Сет подождал, когда она снова посмотрит на него, и затем спросил. «Ты уверена?» «Да». «А как быть с кроватью?» – спросил Сет, обдумывая детали. «Не могу же я лишить девочек их кровати?» «Они спят со мной. И так продолжается уже много лет. В той комнате они держат свои вещи, но они никогда там не спят». Сет не знал этого. Он сомневался в том, что это было правильно, но он бы ни за что не сказал об этом.
«И у меня все еще есть к тебе вопросы, Сет», – продолжала Джесси. «Я хочу кое-что узнать». Я не забыл об этом. Джесси кивнула. Она не хотела, чтобы девочки услышали, что их родители обсуждают прошлое, но у них не было никакой возможности поговорить в течение дня. Даже если Джесси договорится с Сетом о конкретном времени, то девочки все равно узнают об этом. От их внимания редко ускользало что-то из того, что делала их мать. Сначала Джесси решила дождаться того времени, когда дочери снова начнут ходить в школу. Но сейчас ей пришло в голову, что они с Сетом могли бы говорить по вечерам. На мгновение она представила себе, что он будет находиться здесь каждый вечер, и не знала, радоваться этому или нет. Сознание того, что девочки будут в восторге, очень помогало ей. Возможно, в будущем ей нужно будет чаще напоминать себе об этом. Он будет жить с нами. Прошептала Ханна, как только ее мать закрыла дверь в спальню в субботу вечером. «Мама сказала». «Сет?» – прошептала Кланси в ответ, удивляясь, почему ей никто об этом не сказал. «Да. А как же Бри и Дэнни?» «Я не знаю, им придется остаться с пастором Райланом, но Сет будет жить здесь». На мгновение в спальне воцарилась тишина. Но Кланси не закончила. «А они будут целоваться так же, как Бри и пастор Райлан?» – прошептала она снова. «Я не думаю. Мне кажется, что мама не любит целоваться». «Но она же целует нас», – возразила Кланси. «Это другое дело. Мамам приходится целовать детей». Кланси нужно было обдумать это сообщение, но думать становилось все труднее. Суббота всегда была длинным днем. Сегодня в магазине было полно народу, и ей приходилось помогать матери. Девочка широко зевнула, обдумывая следующий вопрос Ханне, но заснула, так и не успев его задать. В субботу вечером Сет был почти без сил, но прежде чем лечь спать, ему нужно было позаботиться об одном деле. Райлан принес его сумку, и Сет стал пересматривать ее содержимое, пока не нашел кое-что, завернутое в рукав старой рубашки. Двигаясь осторожно, чтобы не разбить эту вещь после столь длительного хранения, Сет развернул ткань и осмотрел ее в свете лампы. Вещь была именно такой, какой он ее помнил. Он поторопился встать с места и вернуться в гостиную, пока еще не успел передумать. Джесси все еще сидела на диване и удивленно подняла на него глаза. «Это тебе», – сказал Сет, протягивая Джесси таинственный предмет. Джесси, не задумываясь, потянулась к подарку, взяла его в руки и увидела изысканный флакон духов. Ее рот слегка приоткрылся. Она внимательно рассматривала флакон, а потом перевела взгляд на Сета. «Где ты?» – начала она и остановилась. Когда я был в одном маленьком городке в Техасе, то увидел его там. «Когда?» Довольно давно, возможно, лет 5 тому назад. Джесси снова посмотрела на флакон, любуясь чудесным оформлением. Колпачок был хрустальным и плотно входил в отверстие флакона. Сам флакон был украшен витиеватой золотой филигранью, а местами на нем поблескивали драгоценные камни. От одного вида этого сокровища у Джесси захватило дух. Пока она рассматривала подарок, ее стремительно захватывали воспоминания. Однажды, когда они с Сетом были женаты всего несколько недель, они разговаривали в спальне. Джесси встала, чтобы закрыть окно, и неожиданно задела полку. Флакон духов ее бабушки, который стоял на полке, упал и разбился. Сет пообещал ей тогда, что они купят новый. Но ни он, ни она с тех пор нигде не встречали ничего подобного. До этого момента. «Спасибо», – прошептала Джесси. Пожалуйста, прости, что для этого потребовалось столько времени. Сет не стал больше задерживаться и ушел обратно в спальню. Джесси смотрела ему вслед, охваченная чувствами, в которых она не могла разобраться. Неужели он думал о ней столько времени тому назад?
Это было совсем не то, что она себе представляла. Теперь ей будет труднее обижаться на него и жестко соблюдать дистанцию. И сегодня ночью ей будет труднее уснуть. В результате Джесси просидела в одиночестве в гостиной намного дольше, чем планировала. «Как, по-твоему, у них идут дела?» – спросила Бри у Райлана в один из вечеров, когда они уже собирались ложиться спать. Дэнни уже засыпал у нее на руках. «Я тоже об этом думал. Сет рассказывал, что еще до того, как он бросил Джесси и уехал в Техас, они постоянно ссорились. Теперь Сет стал другим человеком, но мне кажется, что если те причины, которые заставляли их ссориться, не изменились, то они будут ссориться снова». И на этот раз все будет происходить на глазах у девочек. На мгновение Райлан замолчал, обдумывая сказанное. Возможно, предположив, что Сет по-прежнему будет ссориться с Джесси, он недооценил Бога и его спасающую силу. «Это не совсем то, что я хотел сказать», – наконец добавил он. «Я не думаю, что Сет и Джесси будут непременно ссориться, но в прошлом они спорили, и если причина их спора возникнет опять, это приведет к разногласиям». «Это понятно. Я думаю, что 8 лет – это долгий срок. Джесси должна была повзрослеть за это время, но проблемы не исчезают сами по себе». «О чем ты будешь молиться?» – спросил Райлан. «О том, чтобы Сет мог стать для Джесси таким примером, чтобы ей захотелось обратиться к Христу». «Может быть, это сначала произойдет с девочками?» «Может быть», – проговорила Бри с улыбкой, думая о том, что Бог может совершать совершенно невероятные вещи в сердце ребенка или взрослого, обладающего такой же чистой верой. «Куда ты идешь?» – спросила Ханна у Сета, когда в воскресенье утром он вышел из спальни в пиджаке. Перед этим он помог Джесси помыть посуду, то немногое, что он умел делать по дому, но потом заметил, что уже опаздывает. «В церковь?» – ответил Сет, держа в руках Библию. «А можно я тоже пойду?» Этот простодушный вопрос заставил Сета резко остановиться. Он не ожидал, что девочки проявят хоть какой-то интерес к церкви, и теперь не знал, как ему быть. Он внимательно посмотрел на Ханну, а потом на Джесси. Она сидела за кухонным столом с чашкой кофе и газетой. «Как хочешь», – сказала она, поскольку слышала весь разговор. Сет какое-то время изучающе смотрел на жену и видел, что она не лукавит. Он все еще смотрел на нее. Она продолжала пить кофе и читать газету. «Да, можно», – ответил Сет дочери. «Но нужно идти прямо сейчас». «Да, я причешу тебе волосы, Ханна», – вмешалась Джесси. Девочка не успела еще ничего ответить. Ханна побежала за расческой и стояла, не шевелясь, пока мать причесывала ей волосы. И только когда Джесси закончила, она заметила, что на Ханне было поношенное платье. «Это платье подойдет?» «Пойдет», – ответил Сет, который даже не заметил этого. Его мысли все еще были заняты главным. «Ну, тогда идите», – сказала Джесси, и как только они скрылись за дверью, снова принялась читать газету. Но не прошло и 2 минут, как из спальни вышла Кланси и увидела, что ее оставили в одиночестве. На этот раз Джесси пришлось отложить чтение газеты надолго. «Я рад, что ты пошла со мной, Ханна». Сет наконец нашел нужные слова, когда они были уже на полпути к церкви. «Я тоже рада. А мы будем петь?» – спросила Ханна. Девочка вприпрыжку шла рядом с отцом и даже решилась взять его за руку. «Мы обязательно будем петь. Если ты не знаешь слов, то просто пой, как сможешь». «А ты будешь читать свою Библию?» «Да, а пастор Райлан будет рассказывать о том, что он узнал из Библии». На это Ханна ничего не сказала, и у Сета появилось немного времени, чтобы собраться с мыслями. «О Боже!» – молился он в душе. «Ты совершил это. Ты дал моей дочери интерес и любопытство. Задавая вопросы, она придет к тебе, Господи. Благодарю тебя за эту чудесную маленькую девочку, моего ребенка, которого я не заслуживаю. Благодарю тебя за то, что она захотела пойти со мной.
Помоги мне правильно обращаться с ней. Помоги мне найти ответы на ее вопросы». «Ой, а вот и Хайди!» – прервал его молитву голос дочери. «Я и забыла о том, что она тоже будет здесь». «А кто такая Хайди? «Хайди Вик, иногда мы ходим к ней в гости». И что вы там делаете?» – спросил Сет, вспоминая о Чессе Вики, с которым он виделся в первую неделю после приезда. «Мы играем с ее собачкой, ее зовут Бастер, а у нас нет собаки». Сет ничего не стал говорить на это, потому что они уже подошли к церкви. Все еще держа руку Ханны в своей руке, он вошел с ней в здание, нашел для них свободные места, и они сели в ожидании проповеди. Хезер решилась. Она посмотрела на Нейта и дождалась, пока он посмотрит на нее, и улыбнулась ему. Теперь, когда богослужение окончилось, Нейт шел прямо к ней. Хезер казалось, что ее сердце того и гляди выскочит из груди. Нейт прошел через всю церковь, рассчитывая поговорить с Хезер, но, взглянув на ее лицо, он понял, что из этого ничего не выйдет. Она выглядела напряженной и немного бледной. Молниеносно решая, что делать, он вытащил свою Библию. «Хезер, можно задать вам один вопрос?» «Да», – ответила она, сознавая, что произнесла это слово шепотом, потом кашлянула и добавила уже громче. «Конечно». «Вы успели записать последнюю ссылку, которую упоминал Райлан? Кажется, это было из послания к римлянам». «Я записала», – ответила Хезер, открывая Библию и заглядывая в свой конспект. «Это глава 13, стихи 1 и 2». «Благодарю вас», – сказал Нейт, взяв карандаш и записывая. Хезер наблюдала за тем, как он пишет. Затем он поднял голову и посмотрел на нее. «Вам предстоит напряженная неделя?» – спросил он. «Не думаю. В данное время у нас не очень много заказов». «И время иногда долго тянется?» «Ну, а когда в мастерской бывает слишком мало народу, то у нас всегда находится другая работа». После этих слов между ними воцарилось краткое молчание, но Хезер уже начала успокаиваться. «А у вас, Нейт? У вас будет тяжелая неделя?» «Вроде бы нет, но заранее ничего нельзя сказать». «Вам когда-нибудь бывает страшно?» – спросила Хезер, постепенно приходя в себя и забывая о том, что этот мужчина неравнодушен к ней. Временами, да, некоторая доля страха даже необходима, она заставляет быть осторожным. «А что вы чувствовали, когда вас ранили? Вы очень испугались?» Все произошло слишком быстро, и сначала я вообще ничего не почувствовал, но когда Райлан сказал, что я могу умереть, я не на шутку перепугался. «Это был правильный страх», – заметила Хезер мягко. Поскольку я не был готов к смерти, это был самый лучший страх. Если бы я умер, я бы никогда не встретился с Богом. «Я рада, что у него были другие планы насчет вас», – произнесла Хезер с чувством. Она была в ужасе от мысли, что кто-то может умереть, не уверовав во Христа. Я тоже. Теперь между ними снова воцарилось молчание. Хезер вдруг снова вспомнила о том, что Нейт неравнодушен к ней, и снова замкнулась. «Возможно, мне удастся увидеть вас на неделе», – спросил Нейт, думая о том, что пора спасать ситуацию. «Может быть», – согласилась Хезер, после чего Нейт попрощался с ней. Нейт не пошел следом за ней, а только смотрел ей вслед и увидел, что она подошла к Джанет и Бекки. Он все еще стоял на месте, когда к нему подошел Райлан. «Прогресс?» – спросил пастор, который заметил, как они общались. Нейт слегка улыбнулся. «Возможно». «А почему ты вставал, когда мы начинали петь?» – спросила Ханна, которая перед богослужением была предупреждена, что все свои вопросы она сможет задать после него. «Просто так принято». «Мне нравится петь сидя», – сказала Ханна. «А почему?» «У меня устают ноги». «Ну, у тебя очень хорошо получалось. Ты сидела спокойно и не разговаривала, когда я тебя попросил. Спасибо тебе за это». Ханна выглядела одновременно довольной и смущенной. Они с отцом дошли до дома в дружеском молчании. Но как только они оказались в квартире, их встретила обиженная Кланси. «В чем дело?» – спросил Сет у Джесси, поскольку их маленькая дочь
только молча бросала гневные взгляды на обоих родителей со своего места за кухонным столом, после чего и вовсе демонстративно повернулась ко всем спиной. Она расстроилась, что Ханна ушла с тобой. Выходит, она все это время дулась? Угу. Промычала Джесси невозмутимо. А в этот момент Сет не знал, как ему быть, но тут он вспомнил слова Райлана, сказанные в то самое утро. «Никогда не бойтесь человека больше, чем Бога». Мужья, неужели вы больше боитесь своих жен, чем Бога? Неужели вы больше боитесь быть лидером в семье, чем вы боитесь Бога? Отцы, неужели вы больше боитесь выполнять трудную работу по воспитанию детей только потому, что вашему ребенку может не понравиться слово «нет», чем вы боитесь Бога? И Сет мгновенно принял решение. Понимая, что Джесси вполне может взять и выгнать его из комнаты, он направился прямо к Кланси и сел на соседний стул. «В чем дело, Кланси?» – заговорил Сет, обращаясь к ее профилю и замечая ее напряженно скрещенные на груди руки. Вы с Ханной бросили меня. «Но мы не уходили тайно, Кланси. Мы не бросали тебя нарочно. Ты была в спальне. И если бы ты пришла в комнату, то знала бы о том, что происходит, и тоже могла бы пойти с нами». Она повернула к отцу свое нахмуренное лицо, но тут же отвернулась. «Посмотри на меня, Кланси», – велел Сет твердым голосом. Кланси послушалась, и на ее лице постепенно стало появляться выражение неопределенности. «Нам неприятно смотреть на то, что ты дуешься, как маленькая, поэтому если ты собираешься продолжать это делать, то тебе лучше уйти в свою комнату и оставаться там до тех пор, пока твое настроение не улучшится». Кланси совершила ошибку, взглянув в сторону матери. «Это касается только нас с тобой, Кланси», – сказал Сет, не желая допустить, чтобы подобное поведение сошло девочке с рук. «И теперь, когда я объяснил тебе, что мы не бросали тебя нарочно, я хочу сказать, что если ты захочешь пойти с нами на будущей неделе, то я ничего не имею против, но мы не намерены терпеть твое недовольство ни минуты больше». С этими словами Сет поднялся на ноги. «Так что ты решила? Ты идешь в спальню или перестаешь дуться?» Я больше не дуюсь. «Я рад это слышать», – произнес Сет спокойно, надеясь, что его голос не выдал удивления, поскольку он ожидал большего сопротивления. Он пошел в гостиную, стараясь не смотреть на Джесси. Он не знал, как ему лучше вести себя в том случае, если жена злится на него за вмешательство в воспитании дочери. Тут до Сета донесся вопрос Кланси. А вы пели, Ханна? Пели. А мне все время нужно было сидеть тихо, но собрание было интереснее и короче, чем уроки в школе. А Хайди была там? Была, но я не успела поговорить с ней, зато я видела Дэнни, я сидела рядом с ним. А тебе дали его подержать? Нет, ему нужно было сидеть тихо на руках у Бри. Сет прислушивался к разговору девочек, после чего рискнул взглянуть на Джесси. Ее глаза были также устремлены на девочек. Сет не мог понять, о чем она думает. По крайней мере, она не смотрела на него с гневом, и он воспринял это как добрый знак. Тут он почувствовал запах готовящегося обеда и с радостью подумал, что скоро они смогут поесть. А тем временем он потянулся за газетой и попытался расслабиться. Ну вот мы и прочитали с вами 2 новые главы. И очень радостно, конечно, что Сет становится хорошим отцом и входит в эту роль и справляется с ней, я думаю, очень прекрасно. Вот здорово, что он пошел с дочерью в церковь. И, конечно, жалко, что с ними не пошла вторая его дочь, но я думаю, что в следующих главах она обязательно не пропустит это событие. То есть я думаю, что она обязательно с ними пойдет. Вот я рада за Джесси, что она промолчала, не стала защищать свою дочь и поступила при этом мудро. То, что он будет жить с ними теперь, это тоже добавляет какую-то свою изюминку в их отношения. Ну что же, дорогие мои слушатели, мы с вами снова скоро встретимся в новых главах. Будет очень интересно узнать, как будут дальше развиваться их отношения и что же будет дальше.
Поэтому встретимся снова на канале «Ожившие книги». До скорых встреч! Благословений вам!